Я не знаю, почему я решил, что уже все выполнено по настройкам Stripe. Мы создали только один документ, но в плане у нас было больше одного документа. И сейчас мы просто уже скажем, что создаем следующий документ. Хорошо, Privacy Policy уже размещен на сайте. Какой следующий документ нам необходимо создавать? Так, это закрываем, мы это уже сделали. Так, PCI Compliance Payment Security Statement. Это второй документ из двух критических для прохождения Stripe. Что в нем должно быть? Stripe требует... Для того, чтобы создать этот документ, нужно ли тебе задать мне какие-то вопросы, чтобы я на них ответил, чтобы ты создал этот документ? Нужно ли тебе видеть финальную редакцию тех файлов, которые у нас уже политики существуют, или они тебе не нужны? Так, копировать и вставить. Работаем через хайку. Пробуем. Так, смотрим, обновляем сайт. И у нас здесь появилось две гиперссылки, так что все сработало. Privacy Policy, смотрим. Все красивенько. А в конце почему-то нету футера, который будет единым. И как вернуться на главную страницу, непонятно мне. Сейчас надиктую, чтобы Cloud Code создал какой-то единый футер. Может быть, ты создашь какой-то единый футер для навигации между файлами, потому что сейчас Privacy Policy, она тупиковая, и как с нее вернуться на главный сайт, мне не до конца понятно. Реализуй это, пожалуйста, каким-то футером. И если ты добавишь какие-то хлебные крошки в хедере, я думаю, это тоже будет очень удобненько для пользователей. И добавь, пожалуйста, вот этот вот футер как хлебные крошки и хлебные крошки breadcrumbs с хедером в все документы. Ну и чтобы хедер и футер, они хранились где-то отдельно и в файлы просто уже вызывались. Какую структуру ты предложишь для создания этих файлов? И предложи мне, пожалуйста. Ну и глобально спросим. Так, вставить. И глобально можешь раскритиковать мою идею, если я говорю что-то не то, если предлагаю что-то не то, то можешь предложить, как это лучше сделать согласно best practices, или вообще это не делать, и аргументируй, почему, если надо. Вот, дадим ему дополнительное напоминание о том, что мы действительно имеем в виду, что он у нас партнер-разработчик, который имеет право на аргументированную позицию несогласия с заказчиком, который может быть сумасбродом, технически неподкованным. Ну, пусть нам скажет, подкованный или не подкованный у него заказчик. Так, пока что мы вернемся тогда в хайку. Этот сотрем. Так, отличный вопрос, хорошо. Но большую часть информации я уже знаю из
анализа агента, но есть несколько технических деталей, которые нужно уточнить. А какой план Cloudflare используется? Free. Странно, зачем ему нужно. Используете ли HTTPS? Да. Если Content Security Policy. Сейчас есть только два документа. Их текст прикладываю. Так, мы заходим сюда. Ctrl-A, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И мы заходим в назад. Terms of Service. Так, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Используется ли дополнительная Cloudflare Firewall Rules или Rate Limits? Не знаю. Есть ли резервные копии бэкапс для Google Doc хранилища? Нет. Про существующие файлы. Финальная редакция Privacy Policy мне не нужны смотреть, потому что независимый PCI, он безопасности не будет дублировать разные темы. Если не хочешь отвечать на вопросы, я могу создать документ. Если какие-то есть моменты, которые мне невыгодны, пожалуйста, скажи мне. То есть этот документ мы составляем, чтобы защитить меня и чтобы этот документ соответствовал требованиям Stripe. Поэтому, исходя из того, что ты вот мой защитник, который старается меня защищать, но при этом просто должен выполнять те нормы и требования, которые от нас просят. Вот. Исходя из этого, если надо задать какие-то вопросы, или если выгодно не указывать какие-то моменты, которые можно не указывать, и по закону можно не указывать, то их нужно не указывать, если это выгодно мне. Потому что он начинает там про копирование данных, про базы данных, про резервные копии. Я считаю, что это не нужно указывать, и никто у меня это не просит указывать. Я думаю, что это никто не просит. Так, что у нас здесь происходит в клауде? Давайте посмотрим сразу на файлы. Что у нас здесь? Особо ничего не поменялось, все версии те же. Он с нами общается. Окей, общаемся. Так, критика и реальная картина. Проблема. У вас отличный HTML без сборки. На статике нет встроенного механизма include file. Варианта 3, и у каждого своя цена. Вариант А. JavaScript. Инъекция компонентов. JS определяет header, footer как строки, вставляет в DOM, какая страница содержит div site header, скрипт, плюсы. Не нужна сборка, dry, один файл менять, минусы, header, footer появляется после загрузки JS, визуальный
Прыжок для навигации — это не критично, но не чисто. Плохо для SEO. Поисковик видит страницу без навигации. Вариант Б. Eleventy статический генератор рекомендую. Include header ngk один раз, footer ngk, index ngk, legal terms ngk, CTS шаблон из коробки. Eleventy собирает. Это интересный вариант, он предлагает вот это вот прикольненько. Мне интересно даже это читать. Собирает это в готовый HTML в папке dist. Cloudflare Pages запускает сборку команды npx eleventy. Это один параметр в настройках деплоя. Плюсы. Настоящие шаблоны, чистый HTML на выходе. SEO идеально. Breadcrumbs из коробки для 100 страниц — это единственное правильное решение. Очень хорошо, что мы ему рассказали планы на будущее. Минусы. Нужно освоить Eleventy, изменить структуру проекта, добавить package.json. Я думаю, не проблема. Вариант С. Просто копировать футер в каждый файл. Нет. Моя рекомендация — горизонт прямо сейчас 5 страниц. Вариант С. С. Когда появится первый сайт, перейти к Eleventy. 100 страниц — это будет... Без Eleventy это будет больно. Главный вывод Eleventy. Правильный инструмент для ваших задач. Что с breadcrumbs? На legal terms breadcrumbs имеют смысл, показывают home legal terms. Несложно, хорошо для SEO. Да. Тоже... Successful breadcrumbs не нужны. Техническая страница, согласен. Что делаем прямо сейчас, независимо от выбранной архитектуры. Privacy HTML сейчас тупик, это нужно починить немедленно. Предлагаю сейчас добавить privacy, а потом, когда начнется, обсудим. Eleventy сейчас. Пусть делает уже по всем правилам и канонам, чтобы было у нас красиво. Прямо сейчас, пока он думает, мы занимаемся нашей дополнительной политикой. Так. Я ценю твою честность, мне нужно дать тебе важное предупреждение, как твой защитник. Критические моменты, отсутствие backups. Ты сказал, backups для Google Doc нету. Это серьезный риск, вот почему. Privacy Policy говорит, данные хранятся в Secure Google Cloud Storage. Но без backups, если Google Docs будет случайно удалены, скомпрометированы или взломаны, данные клиентов потеряны. Stripe может спросить, где backups, как вы защищаете данные клиентов от потери. Это создаст проблему, ты обещал хранить данные, но нет плана восстановления. Я бы, наверное, указал, что... давай я с тобой просто пообщаюсь и обсужу, что если я буду создавать сам какой-то сервис хранения данных, сервер или облачный сервер, то любые хакеры его могут легко взломать, потому что я совсем не Google. И мой персональный Google документы, Google папки, он сильно более защищен, чем любой виртуальный сервер, даже с каким-то дублированием копирования, потому что Google определяет, кто стучится, из какого устройства, с какого IP-шника, они фиксируют логи, кто к кому стучится, а они смотрят, если кто-то пытается войти в аккаунт, и у меня всплывающая notification возникает на мобильном телефоне,
То есть это чтобы кто-то попал в мой аккаунт, это кто-то должен так хорошо взломать систему, что внедриться, а, украсть мое имя, где это хранятся клиентские данные, потом украсть мой пароль, потом после того, как они будут заходить, что они должны прямо из моего города это сделать. Даже если они сделают это из моего города, то они должны как-то украсть с моего мобильного телефона поп-ап, который даже смс-кой не приходит ни в телефон через GSM, не приходит ни в какое мессенджер сообщение Гугла, а именно вылазит внутри Android-платформы на телефоне поп-апом, где я должен принудительно подтвердить, что это я вхожу в свою защищенную запись. Поэтому уж если Google, извините меня за мой французский, обосрется с взломом, то я точно ничего лучше, чем Google, не создам. То есть если это нужно как-то переписать для целей платформы, то есть переуказать, что я не делаю бэкапов, но вот я считаю, что вот эти вот меры предосторожности, которые уже приняты, что они являются достаточными и что они даже лучше, чем если бы я поднимал какой-то свой сервер, что сейчас система Google, она защищает данные клиентов больше, и я могу создавать папки с доступом, которые я могу предоставлять по ссылке заинтересованным лицам, в том числе адвокатам или просто моим клиентам, без права изменять, но с правом просмотра. Вот, и это то, чем я пользуюсь. Я считаю, что это достаточная защита. Ну, а я под страхом наказания говорю о том, что я не менял эти файлы, и есть хэш, когда создавался этот документ изначально, и он вот по сей день такой же, поэтому это гарантия неизменности самих файлов. А как ты считаешь, есть ли смысл это как-то описать в публичной оферте или в privacy policy или еще где-то, чтобы это не конфликтовало, соответствовало, но чтобы мы не усложняли как-то MVP, потому что если мы зароемся в создание своего виртуального сервака, то мы просто зароемся просто на месяца. И качество будет хуже, чем то, что вот я сейчас предложил для использования. Хочу услышать твое мнение по этому пункту, и потом пойдем к следующему. Да, надиктовали мы так немало. Я очень надеюсь, что все оцифровано будет, все оцифровано. Так. Критический момент отсутствия бэкапс. Так, отправляем ему мнение по этому моменту. Остальное добавить автоматический бэкапс, автоматически версионирует история всех изменений. Можно добавить Google Drive бэкап, копия папок, 5 минут работы, но защитит от проблем со Stripe. Если не добавлять backups в PCI statements, просто не упоминать про backups, не врать, просто не писать. В Privacy Policy поменять формулировку с Secure Storage на Cloud Storage, менее обещающая. Но это рискованно, если Stripe спросит. Другие моменты можно не упоминать в документе. Cloudflare Free, просто скажу Cloudflare, DDoS Protection, не упоминать план, отсутствие CSP, просто не упоминать. Не знаете про Firewall Rules стандартные, Cloudflare, защиты достаточно. Прямой вопрос для тебя. Хочешь ли ты добавить бэкапс перед тем, как я создам PCI statement? Если да, 5 минут на сетап. Потом я создам документ без рисков. Если нет, я создам документ, но он будет минимальным и осторожным. Что скажешь? Так, отлично, я слушаю, и ты абсолютно прав. Дай мне быть честным, как твой защитник. Твой аргумент сильнее, чем бэкапс. Ты описал не просто бэкап-системы, а многоуровневую систему целостности данных. Google Security, IP Tracking, Device ID,
2FA Notification на Android, SHA 256 хэш, криптографическое доказательство неизменности, Version History Google Docs автоматически версионирует, вот Legal Declaration ты подписываешь under Permission Controls, клиенты видят, не редактируют. Это лучше, чем традиционный бэкапс, потому что бэкапс копии, которые тоже могут быть взломаны, твоя система целостность, не отрицание, многоуровневая защита. Version History... Из того, что я видел и из того, что я знаю, именно Version Histories, он применяется именно внутри документа самого документа, который уже создан, открыт, и там что-то поменялись. То есть, допустим, если это Google таблица или если это Google документ какой-то, который открывается, и там что-то хранится, то там, да, есть история изменений, ну и история создания файлов. Но в случае, если файл был неизменен и просто лежал, и если этот файл не подпадает под категорию документ или таблица, то мне кажется, что там версия изменений файла отсутствует. Поэтому здесь я бы тоже как-то был либо более конкретен в том, что да, а что нет, либо указал, что для части файлов есть даже контроль версии и история изменений, дата создания, история изменений. То есть вот насчет вот этого момента я бы здесь был более дотошен, более аккуратен. Так, надиктовали ему, вырезаем, вставляем. Как это описать в документы без усложнений? Вариант для PCI Statement и Privacy Policy. Это не врать, это просто описать правильных терминов для Stripe. Мое мнение, как защитить, добавить в документ. Это ключевая защита. Google Version History — это de-facto backups. Legal Declaration — это юридическое страхование. Permission-based access — это контроль. Не упоминаем backups. Redundant servers, professional, disaster recovery. Так, хорошо. Он написал, но вот у нас есть еще дополнительные, может быть, предложения к тому, что необходимо, и сразу надиктуем. Твои предложения, как было и как стало, и в каком документе это необходимо изменить, дай, пожалуйста, задание для агента, который занимается разработкой кода, чтобы он сразу это все внес в сайт. Вот, мы ему надиктовали. Возвращаемся. Правда про Google Version History есть версионирование. Google Docs, G-Doc, G-Sheet, текстовые файлы. Нет версионирования, PDF, HTML, JSON, Images, статические файлы. Ну, все, как я и говорил. Все файлы имеют дату создания, да, дату последнего доступа, изменения, modified timestamp. Google Docs, метаданные, кто создал, когда. Правильная формулировка для документа — не писать Google Cloud Storage, Maintains Automatic Version History, Evidence Package Files are protected by. Document Version History для определенных давай будем писать, что это все не защищается, а то если мы будем писать принудительно, что защищается, то с нас это могут спросить. Давай использовать формулировку, что это может защищаться. Добавка «может», она дает нам возможность сказать, что да, теоретически может, но в этом моменте не защищалась. Если федеральные правила и правила ЮТы законодательства от нас это не требуют,
то что вы к нам пристали, отстаньте. Вот. А если у нас есть, и если у нас есть возможность предоставить, если это мы ввели, то тогда мы, можем предоставить, если захотим. Но если не можем или не хотим, то чтобы мы имели возможность не предоставлять. То есть не вешаем на себя больше обязательств, чем это предусмотрено по закону. Давай будем максимально легки в наших обязательствах. Я тебе предоставил текст 2 политик, которые мы прописали, поэтому по ним именно сделай вот такие вот исправления, было стало, и дай задание для агента, который это исправит в текстах. Так, я думаю, с этим заданием он на какое-то время подвиснет. Мы вырезаем, вставляем, отправляем в него и идем в PyCharm. Так, он создает package, который уже будет все запаковывать. gitignore создает пакеты и как их перепаковывать. То есть получается base ngk layout. Я объясню, что он сейчас предложил и что мы делаем. Получается элегантная система. У нас в структуре файлов лежат все файлы маленькие, отдельные в отдельных папочках. И на стороне хостинга он запускает сборщик, который собирает каждую отдельную страницу в готовый файл. Что получается? Что у нас header и footer лежит в одном месте и в единичном виде. Вот мы все эти штуки принимаем. Base ngk. И они у нас хранятся как маленький-маленький файлик. И нам его легко просто зайти и поменять в одном месте. А уже на стороне сервака каждая отдельная страница, допустим, их 100 или там 1000 страниц, то они просто собираются в единый HTML-документ, который адаптирован для роботов и для SEO, хорошо оптимизирован, и уже хорошо и качественно отрабатывает в каждом отдельном документе. Он выглядит для внешних роботов как целостный, в то время как у нас это все отдельные кусочки, которые нам удобно редактировать, и они лежат в отдельных папочках. Так что то, что мы работаем с ним как с человеком, который разбирается в этом всем, то это нам дает бешеные преимущества. Он дает, мы задаем правильные вопросы, он не боится предлагать. И это просто шикарно. Я очень доволен. Так, теперь создам HTML-версию Terms of Service с правильными изменениями. Я создал все необходимое. Что создано для агента? Task for Agent, Update Privacy Policy. Полное техническое задание с 7 конкретными изменениями. Было стало. May be encrypted, Privacy Policy, HTML, TXT. All traffics. Вот было стало. Is encrypted, may be encrypted. All traffic is encrypted, traffic may be encrypted. Maintained all payment security, may implement PCI DSS standards. The DOS protection web may provide the DOS protection element in SQL injection, may reduce SQL injection risk. Новая data integrity раздел, may secure verification. Это он нам просто показывает, что он создал. А здесь он создал огромный документ, где он техническое задание для агента изменения формулировок. Хорошо. Мне нравится. Это применимо, легко копировать. Возвращаемся в наш PyCharm. Так, это наш PyCharm. Да, я его просто не узнал.
Разворачиваем на всю страницу. Так, это у нас что? Мы такое создаем. Privacy NGK. Окей. Пока у нас как раз проект маленький, то менять инфраструктуру и инструменты сильно легче, чем позже, когда уже много всяких файлов. То есть, когда, конечно, это есть единая система управления файлами, то там, может быть, это интереснее реализовано, то есть легче менять все системно, чтобы все применялось сразу к всей инфраструктуре. Но мы работаем без CMS, без системы управления сайтами. И чисто веб-кодим. Да, я получаю огромное удовольствие. С искусственным интеллектом создавать IT-продукт это одно удовольствие. Так, что он говорит? Так, это мы куда-то перескочили. Давайте в самый конец посмотрим, что он там пишет. Он еще внедряет. 10 минут и 16 тысяч токенов. Ну окей, пусть занимается. Здесь мы сформировали следующую задачу для агента по изменению текстов политик. И тогда уже есть ли у нас какие-то новые дополнительные задачи. Так, индекс NGK. Yes. Так. Он разве не создал... SRC, Cities, readme MD, то есть структура меняется файлов. Хорошо. Ну, давайте сейчас будем постоянно в PyCharm, потому что здесь много изменений у нас. Мы фактически фреймворк переписываем. Вот они добавляются. Это стили для футера. Окей, да, супер. Молодец. DLM занимаемся. Так, здесь CP, копия sets, robots.txt into SRC. Да. Install 11T. Его нужно инсталлировать. То есть, получается, в рамках внутри нашей папки инсталируется Eleventy. Так. Окей. Node.js. Find node.exe. Find node and npm via Windows CMD. То есть он сейчас не может найти, есть ли нода, чтобы установить Eleventy. Так, переписывает зависимости в файлах. Фактически наш Project Design очень похож на sitemap, только sitemap — это перечень всех файлов,
и где они находятся. Remove old HTML files and folders now managed by SRC. Ну, значит, он получается у него переходить на Eleventy, потому что он уже удаляет файлы, которые обычно были созданы. То есть вот сколько у нас файлов создано. Фактически он все уже задублировал через вот этот вот фреймворк, который собирает все на уровне сервака. Так. Ну, круто. Молодец. Мне очень нравится. А что нужно сделать вам? Установить Node.js, скачать версию LTE, установить как обычную программу. В терминале PyCharm выполнить именно эту папку. Теперь обслуживает Cloudflare Worker для локальной разработки. Сейчас пообщаемся с ним. Надо пообщаться. А в случае, если я не планирую именно локальную разработку, да, мы находимся с тобой в PyCharm. Ты находишься в терминале PyCharm, но я смотрю все изменения непосредственно на самом сайте. Я не просматриваю все изменения у себя на локальном компьютере. Исходя из этого, есть ли смысл мне выполнять твои инструкции по установке какого-то окружения на своем рабочем ноутбуке, если локально смотреть изменения не планирую и смотрю сразу уже их на сервере? Какое твое мнение? Так, зададим это такой вот вопрос. И я очень доволен тем, что ты мне предложил, и тем, как ты формируешь файлы. Мне нравится, что ты читаешь файлы, наш контракт с тобой и дизайн документа ты читаешь, ты соблюдаешь правила по созданию кода, ты прописываешь первую строку относительный путь к файлу, его название, и когда создаешь какие-то функции, то ты пишешь комментарии к ним. А также мне нравится, что ты предложил мне хорошую систему Eleventy. Я благодарен тебе, ты хороший партнер по разработке, спасибо тебе. И спасибо, что переписал код. Просто хотел тебе сказать, что я тобой очень доволен. Приятно с тобой работать, спасибо. Так. И отправляем ему. Перед коммитом я бы хотел понять, что тут и как. Так, стили. Почему стили отмечены, как будто бы они никак не поменялись? Это странно. Нет, вроде бы они поменялись, да. Какого цвета? Почему? Они синенькие, да. Синенькие, значит, поменялись, а вот картинка, она беленькая, она не поменялась. Хорошо. Зелененький это только добавленный, а синенький это изменился цвет. И получается, надо все вот эти вот файлы, Ctrl-Alt-A я нажал, и они все стали зелененьким, то есть они добавились к отслеживанию. Так, что из этого должно быть в gitignore, а что должно быть добавлено в отслеживание? Я думаю, package.json обязательно, а Eleventy.js, я думаю, тоже надо добавить в отслеживание гитом. Спасибо, приятно работать с вами. По вашему вопросу, нет, Node.js локально не нужен. Как это работает без локальной установки? Cloudflare, окей, хорошо, не нужно. Редактирует PyCharm, git push, сам запускает, npm install. Node.js, npm и Elemently работает на сервисах Cloudflare, не у вас на ноутбуке. Так что нужно сделать один раз в Cloudflare, Pages, Dashboard, ваш проект, Settings, Build.
build command npm run build output directory site, Node.js version 18. Все, после этого каждый git push будет автоматически запускать сборку на Cloudflare. Единственный случай, когда нод локально пригодился бы, если захотите проверить, что шаблон не сломан до пуша, то есть видеть ошибки сборки у себя, а не ждать деплоя. Но если вас устраивает смотреть результат сразу на сайте, это не обязательно. Да, предложить текст коммита. И вот это вот мы копируем и сохраняем в какой-то наш документ. Вот, сохраняем наш документ, просто чтобы не потерять вот эти вот штуки. Архитектура Eleventy плюс общий header, footer, breadcrumbs. Добавлен Eleventy, src, все страницы конвертированы в NJK с frontmaster. Так. Обнови memory, да, пусть обновит memory. Заходим сюда. Наверное, мы должны у него спросить, какие файлы из корня нужно коммитить. Какие файлы из корня нужно коммитить и почему эта штука у нас копируется как-то так не до конца хорошо. Главное, в текстовые документы, ну хорошо, копируется. А сюда оно копируется с какими-то артефактами. Сейчас это тоже спросим. Какие файлы, которые лежат в корне проекта, должны быть добавлены для отслеживания гитом и должны быть залиты на сервак. Дай, пожалуйста, их список, потому что, ну, то, что в src находится, я все добавил в git add, а что из того, что было новосозданным, есть один файл, который просто package, по-моему, да, как он называется. Есть package JSON, есть gitignore, elemently.js, devvars example, то есть 4 файла без git add. Какие из них ты предлагаешь, чтобы они были добавлены в git add? Это первое. А второе, текст коммита, который ты предложил, он почему-то как-то плохо копируется в сам PyCharm, то есть там возникают какие-то отступы страниц, отступы строк между первой строкой и первым пунктом идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 энтеров. Между вторым и третьим пунктом 1, 2, 3, 3 энтера. Дальше идет опять по 3 энтера между пунктами. И последние 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последние 7 элементов идут корректно, с корректным форматированием. Вот эти вот два вопроса реши, пожалуйста. Я надеюсь, что он нам чуть-чуть поменяет форматирование, то есть там какие-то служебные символы, наверное, вставлены, которые, ну, если он может самостоятельно решить их без... Так, мы вставили... Enter... Ну, он правильно говорит, обнови Project Design MD. Может быть, даже обновим Project Design MD до того, как... Да, Project Design, пометка, что требуется обновление до версии 7. Вот зачем ему версия Project Design, потому что он на нее опирается.
Теперь я понял логику, что это действительно важная вещь для его отслеживания. Какие файлы добавить в гид? Все 4, все нужны. А Cloudflare читает его, чтобы запустить npm install перед сборкой. Конфиг сборки, без него Elementy не знает, где src и сайт. Стандарт защищено от случайного коммита. Пример переданных окружений секретов не содержит. Полезен. Также проверь, что гид попал измененный в Wrangler JSONic. Там поменялся assets directory. Я не понял, к каким файлам применить git add. Ты мне ответил, что файлы нужны, но я их не собирался удалять. Я просто хотел спросить, какие файлы нужно добавить в git add из тех, что я перечислил, которые лежат в корне. Какие из них должны быть в git ignore. Так, я как-то сложно ответил. Ctrl-V, Enter. Проблема была в том, что предыдущий текст рендерился как Markdown со списками. Вот вариант для прямой вставки без лишнего форматирования. Ага. Ну, давайте попробуем. Может быть, это действительно сработает. Да, это сработало. Мне это нравится, что это сработало. Да, немало у нас правок так. Файлов полностью новых созданных. Wrangler JSONic. Давайте проверим. Он просит. Нам не сложно, да? Wrangler JSONic. Где бы он ни находился, он добавлен. Вот. Что там внутри? Я так понимаю, что директория вот эта изменена. Хорошо. Так, ну давайте в конец листнем. Какие файлы добавить в git? Все 4 нужны? Я скопировал файлы. Я скопировал мой запрос. Я чуть-чуть запутался. Скажи мне, пожалуйста, еще какие файлы из корня проекта нужно добавить в git add? Потому что я как-то не вижу ответа на этот вопрос. Предыдущие длинные, там, где про сообщения в git commit, это у нас все. Я вижу ответ, но это тот же самый. Из корня нужно добавить ровно 4 файла. Ага. Git ignore. Package.json. Все еще обязательные изменения в уже отслеживаемых файлах корня, а также удаленные файлы. Хорошо. Получается, он просит добавить все эти 4 файла в git. И, соответственно, на сервак. Хорошо.
Здесь у нас... обнови Project Design MD. И я думаю, мы после этого уже зальемся на Git. И что у нас должно появиться? У нас должны появиться хлебные крошки, breadcrumbs, в хедере и где-то в футере. Потому что сейчас, допустим, из privacy policy вверху выбраться никак невозможно, внизу тоже выбраться никак невозможно. То есть это тупиковая страница, ну, такого не должно быть. Так, что мы здесь делаем? Ну да, Project Design, он может измениться сильно, потому что у нас полностью структура файлов поменялась. А если до этого у нас были файлы, и мы описывали, что в них, то у нас поменялось все. Все файлы переместились вот в эту папку src и стали быть разбитыми на layouts, assets, cities, legal. То есть структура очень сильно изменилась. В assets еще CSS, image, JS. Ага, получается у нас теперь задвоение, что images есть еще здесь, и CSS тоже есть здесь. Надо его спросить, нужны ли они, и нужен ли вот этот вот JS. Worker, index.js, а здесь app.js. Ну, может быть нужен, может быть нет, но можно спросить, актуальна ли папка assets, исходя из того, что уже все перенесено под новый фреймворк. Это мы себе тоже напишем. Исходя из того, что ты уже переделал все под новый формат, то посмотри, пожалуйста, папку assets, стили, image and JS. Они все еще актуальны или они уже не актуальны, и какие у тебя будут предложения насчет них? Мне кажется, что JS, может быть, останется, а остальное, по-моему, все подлежит удалению, потому что это уже дубль. Так, переходим сюда, смотрим, что он предлагает. Меняются расположения. Кратно ничего не увеличивается. Так, front matter, переменные, title, descriptions. Да, все вроде бы кратенько он описывает. Просто инфраструктура увеличилась и расширилась. Из-за этого он хоть и описывает там в 2-3 строчки, но просто файлов новых появилось много, поэтому да, обновить. То, что я надиктовал, и то, что мы будем использовать дальше, то я просто скопировал в отдельный документ. Так, обновлен до, что изменилось. Вот, теперь у него спросим насчет того, есть ли какие-то старые файлы, которые уже не нужны. Я считаю, что да. Так, что у нас с параллельной работой? Возможно, есть смысл зайти в Cloudflare. Или где у нас хостится все? У нас все хостится в... где у нас все хостится? Давайте гляну на нашем
Да, Cloudflare Pages. Так, войдем в наш Cloudflare. Логин. Логин не подсвечивается. Он хочет, чтобы мы что-то физически ввели в данные, а они уже заполнены автоматом. Ну окей, давайте мы попробуем сделать сюда что-нибудь дописать и стереть, а потом сюда дописать что-нибудь и стереть. Какая-то очень странная строка длинная. Это, наверное, откуда мы пришли из Гугла. Давайте попробуем вот так вот загрузиться. Let us know you are human. То есть здесь где-то какая-то капча загружается, которую я не вижу. Поэтому я ее не могу пройти, а он меня не может пустить внутрь. Ctrl-Shift-R, может быть, она как-то лучше загрузится. Don't have, forgot password, cookies, let us know you are human. Ну и где эта капча? У них получается ошибка. Ну хорошо, возвращаемся в... Так, теперь полная картина. Докладывая, что нашел. В корне проекта остались старая папка Assets, дубликат. Она была там до миграции. Ну да. Styles.js есть, чист. Статус идентичный. Также в корне осталась robot.txt, sitemap и дублирует robots.txt. А чем это опасно прямо сейчас? Путаница при редактировании. Откроешь PyCharm, видишь 2. Да, предложение удалить из корня через git rm. А, я не помню, что делает git rm. Rm похоже на remove, но git это больше похоже как из гита удалить. Мне как-то волнительно это все. Так, remove old root level assets from git tracking. Нет, значит это не то. Нам нужно не просто убрать отслеживание в гите, а нам необходимо удалить физически лишние файлы на компьютере принудительно. Да, вот меня как раз это правильно смущало, что это git rm. То есть он хотел убрать отслеживание этих файлов, чтобы они не отслеживались и чтобы версии по ним не отслеживались, и чтобы они не заливались на Git, но при этом он хотел оставить их локально у нас на компьютере в проекте. Будет перезагрузка компьютера, будет новые клауды, он загрузится, посмотрит и начнет продолжать мертвые файлы, которые вообще не действуют, и потом мы в такой тупик залезем. Вот, это уже совсем другое. Без гита физическое удаление. Да, вот это то, что нам надо. Вот это... За ним глаз да глаз нужен. Следите, следите. Так. Git add. Ну, он предлагает просто удаленные файлы добавить в Git, но они автоматически у нас, так как мы работаем в PyCharm, то они автоматически уже удаленные отсюда файлы, они добавляются вот сюда вот в Git, чтобы они удалились еще там в облаке на Git. Хорошо. Это мне нравится, и теперь у нас идет предложи текст коммита.
так, чтобы там не было артефактов с пустыми строками, которые надо удалять вручную. Нет, я не хочу, чтобы ты это добавлял, это уже добавлено самим PyCharm. И давай закоммитимся, а потом еще сделаем дополнительные штуки. Так. Он дал только последнее удаление. Он думал, что мы уже коммит сделали. Смотри, предыдущий коммит мы еще не закоммитили. То есть зайди в PyCharm и посмотри, какой последний был коммит. И исходя из последнего слепка, то дай мне предложить текст коммита. Он дал нам до этого более расширенный текст коммита, а сейчас уже его просто дополнил. Да, пусть почитает гид и посмотрит, какие сейчас он, какой слепок там уже сохранен. И тогда он напишет нам много всего сюда. Вижу картину, часть изменений Staged A, часть Unstaged Project MD, Wrangler и все. Еще не добавлены в индекс. Нужно будет перед коммитом добавить их через... Я не думаю, что они не добавлены. Вот они все здесь. И я клацну вот сюда вот кнопочку, и они все добавятся. Так что это сообщение от него игнорируем и читаем оставшиеся. Архитектура миграции. Добавлено. Все страницы перенесены, статика переноса, удалены старые файлы, изменен, Project Design обновлен. Да, мне нравится. Похвалили его, что он справляется хорошо в этой сессии. Сворачиваем это, разворачиваем сам commit, вставляем сюда все, что необходимо, commit and push. Ну да, все файлы надо выбрать. Сейчас выберем 31 файл. Немало. Но, кстати, нам пришлось вручную смотреть, что он забыл добавить, что он забыл удалить. Но ничего. На это мы и нужны. Присматривающие за ИИ. Так, теперь что необходимо сделать? Нам необходимо понять, соберется ли качественно сайт и обновляться ли здесь хлебные крошки, или действительно необходимо прописывать что-то на стороне Cloudflare. Cloudflare. Performing security verification. This website use cookies. То есть опять он демонстрирует какую-то проверку, которая нам просто не нужна, которая нам просто не показывается. Еще раз поясню, что мы делаем. Мы изменили полностью проект.
что там залилось. У нас не залилось 2 минуты назад. Что за восклицательный знак? Что-то у него тут не получилось взлететь. Сейчас это скопируем. Зайдем сюда, откроем новый, допустим, хайку. Вставляем, надиктовываем. Переведи в текст то, что описано на мониторе, для того, чтобы агент в PageArm подхватил и исправил, если необходимо. Это и следующее сообщение, которое я тоже сброшу скриншотом, перейди в текст и сформирую как подсказку, что может быть не так, что может быть необходимо посмотреть, или может быть наоборот все нормально, и это нужно игнорировать. Сформирую текст для PageArm-агента. Вот, то есть что мы сейчас сделали? Мы надиктовали, вставили сюда, взяли скриншот из PageArm и делаем скриншот из GitHub. То есть там вывалилась какая-то ошибка, что какая-то сборка, которую мы хотели создать, что она не взлетела, но есть несколько вариантов. Может быть, она и не должна взлететь именно на GitHub, а она должна взлететь на... ну, то есть сейчас вот должны здесь мы посмотреть. Обновляем, но у нас ничего особого нету. Никаких хлебных крошек здесь не появилось. Переходим сюда. Ctrl-End. Home. Privacy Policy. Ctrl-End. Privacy Policy. Ctrl-End. Здесь breadcrumb, хлебных крошек никаких нету. Значит, где-то все-таки есть какая-то ошибка. Но мы не можем почему-то пройти эту проверку из-за того, что у нас капча не вылазит. Ладно, мы ж веб-кодеры. Давайте попробуем вот так вот это обойти. Сработала вот эта вот верификация. Подтягиваем наш пароль. Проходим, что мы люди, и логинимся. Что мы сделали? Мы нажали Ctrl-Shift-N и зашли через инкогнито. Да, глупости, конечно, но тем не менее вот смогли обойти то, что здесь не появляется отображение. Так, мы заходим в PageArm. Коммит сам залетел успешно, то есть 31 файл обновился. Ага, здесь есть подсказка об ошибке.
И это можно глянуть прямо в PageArmy, поэтому есть... нет, это просто сам текст коммита, а здесь восклицательный знак фейла. И получается, мы, если обновим здесь страницу, залогинимся ли мы внутрь? Нет, не залогинимся. Получается, мы должны скопировать эту ссылку в обычном браузере. Copy-link адрес. Перейти там, где мы залогинены в incognito mode, вставить в этот браузер, там, где мы залогинены, и прочесть это все. Latest build failed. Окей. Делаем print screen. Все ли он... Тут как-то обрезается. Не все написано. Да, copy log. Ага, да, copy log. Вот это, наверное, самая хорошая вариация того, что возможно. Мы идем сюда, в терминал в PageArmy, и вставляем, и смотрим, что он скажет. То есть где-то, наверное, какие-то взаимозависимости не прописаны, либо необходимо сделать то, что он раньше проговаривал, о том, что необходимо прописать build команд npm run build, местонахождение директории, нижнее подчеркивание, site и Node.js version 18. Error does not exist. Cloudflare запускает npm wrangler deploy, но сайт не существует, Landly еще не отработал. Нужно сначала собрать сайт. Два варианта решения. Сайт вариант 1 через Wrangler JSON лучше. Лучше все в коде добавить секцию build. В Wrangler JSON Wrangler сам запустит все перед деплоем. Вариант 2. В настройках Cloudflare, Disburse. Измените команду деплоя. Ну то есть супер. Раньше то, что он нам предлагал сделать, вот это вот, зайти и физически что-то поменять, это мы можем спокойно стирать, потому что это уже не актуально. И он просто добавляет 3 строчки кода в наш код, чтобы просто работать с классической сборкой настройки Cloudflare. Ну, конечно же, это лучше, чем мы будем... Мы же веб-код блогеры-диктовальщики. Разве будем мы руками заходить куда-то в админку и что-то прописывать? Конечно, нет. Так. Да, предложи текст коммита. Хорошо. Да, хороший информативный текст, что это фикс, опять он создал каким-то... Создай, пожалуйста, текст коммита так, чтобы не было лишних строк. Более информативное описание, как ты дал раньше, в несколько строк. Первая строка — это, ну, как вот заглавие, а дальше уже расшифровка. Более предпочтительно, то есть верни именно этот формат. Просто опять вылезла та ошибка. Ты говорил, что ты создавал как-то в формате MD, а мне нужно просто в текстовом, чтобы вставить в поле, и чтобы там не было скрытых символов переносов строк. Я об этом. Так, вроде бы он предложил. Теперь мы смотрим, вставится ли оно корректно. Вставилось некорректно, но изменять
надиктовывать дольше, чем просто вручную изменить, поэтому мы выбрали файлы, выбрали, что пушим, и пушим. Так, закомичено. Что у нас по статусу? Еще непонятно. Тут вот как-то галочкой зелененькой было отмечено все. Здесь красный восклицательный знак, что проект не собрался. Мне интересна такая классная интеграция GitHub и Cloudflare, что прямо в самом GitHub даже показывается, что там проблема сборки, что она не собралась. Очень классно. Я прямо в восхищении того, как все у нас работает и собрано. Так, смотрим. Он еще собирается или уже собрался? Так, давайте посмотрим. Fact Witness, Ctrl-Shift-R, Home, Terms and Series. Но я не запомнил, это также было или поменялось? Ну, давайте посмотрим в шапке. В шапке ничего не поменялось. Так, Privacy Policy. Ага, вот у нас есть хлебные крошки, возможность вернуться назад. То есть уже все получилось. Privacy Policy у нас была тупиковая, сейчас уже можно вернуться назад. Ctrl-End, и у нас здесь вот такие вот не breadcrumbs, но гиперссылки, которые можно использовать. Здесь тоже Terms of Service добавлено хлебные крошки. И внизу тоже вот такая вот навигация, пагинация. Ну, супер. То есть это уже сработало. Закрываем, закрываем. Так, это мы уже все выполнили. Ну, пусть будет еще. Это закрываем. Так, хорошо. Еще один час прошел. Посмотрим, все ли мы документы создали, которые необходимы для стрэпа. Вот техническое задание для агента по изменению текста. Давайте мы ему его дадим. Ну, обнови memory, хорошо, да, обнови memory. Это локальная память. Системная. Тоже какой-то MD-файл, который пишется в Cloud Code temps или не temps внутри Windows. Наверное, после этого он еще обновит дизайн документа. Обновлено. Про настройку около билд не актуально. Коммиты, добавлено правило формата, заголовок абзац, без markdown, дефисов. О, вот это хорошо. Так, но у нас уже все закомичено, поэтому не нужно предлагать. Мы сейчас ему загружаем 267 строк изменений к тексту, которые нас обезопашивают. То есть есть законодательные требования к тому, что мы обязаны делать. А есть то, что искусственный интеллект сам на нас взял и навешал дополнительные какие-то обязательства. Мы это убираем. Это ТЗ написано под старую структуру файлов. В проекте не существует, в нашей архитектуре это. Изменение из ТЗ
я применяю к новой структуре файл. Создавать не буду, в текущей архитектуре он не используется. Читаю оба файла и применяю все изменения. Ну, то есть там вопросы того, как шифруются и кодируются, а мы говорим, ну, Stripe все шифрует и кодирует, это все на их стороне. Ну, абсолютно верно. Мы тут ни при чем, поэтому какие с нас взятки. Ну да, мы прописываем о том, что мы можем добавлять какие-то дополнительные степени защиты, но можем и не применять. То есть это наше право, а не обязанность, потому что изначально там искусственный интеллект кучу всего написал, что мы всем должны. Хорошо. Так, явное разграничение ответственности между FactWitness и Stripe. Супер. Предложить текст коммита, да, согласен. Мне нравится, как он написал. Ну, да, практически все равно эти энтеры как-то вылазят. Ну, проще уже вручную это все сделать, чем просить его переделать, и он опять не сможет. Так, это мы заливаем. Теперь мы уже спрашиваем. У нас есть два документа. Нужно ли что-то еще дополнительное, чтобы соответствовать Stripe, или этого уже достаточно? Так. И на всякий случай я дам ему почитать то, что у нас уже есть. Вот у нас Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-End, это Terms, Privacy, Ctrl-A, Ctrl-C, сюда Ctrl-V. Вот что есть. Нужно ли что-то еще, чтобы быть одобренным Stripe? Ну, пока что напишем. Мой совет для Stripe абсолютно необходимо. Privacy есть, PCI Compliance and Payment Security Statement. Создать сейчас, после этого у вас будет все для... Опционально можно сделать отдельную страницу, Subscription, Cancellation для ясности. Если можно, то значит не обязательно. Так, куча всего, куча всего, куча всего, что отсутствует. Хорошо, он предлагает создать последний документ. Да, создай этот документ. Просто в HTML, не в текстовом варианте, просто HTML кодом насыпь его. Этот документ, ты уже знаешь,
какой текст туда прописывать. Ну, и ты знаешь, что ты мой защитник, поэтому прописывай так, что ты меня защищаешь. Так, вот такую ему напоминание, установку даем. И после этого мы ему еще надиктуем. Нет, тогда мы еще с PyCharm пообщаемся. Так. А сейчас мы еще добавим дополнительную политику про PCI DSS, стандарты. Как ты считаешь, куда есть смысл добавить этот документ в нашу структуру? Ну, я думаю, он ответит в папку legal, потому что это логично туда добавить. Но мы просто... ну, обнови memory, да. Просто его готовим к следующему шагу, чтобы он не думал заранее, а уже какую-то работу провел, пока мы еще не получили ответ от того агента. А, да, он хорошо все сделал. Так, он говорит, предложи текст комита, но у нас уже все закомичено, поэтому предлагать текст комита не надо. Но мы сейчас ему закинем, что будет еще один юридический документ. Так, что мы не делаем? Что мы не храним? И что за все ответственен Stripe, а не я. Явный отказ от ответственности. Хорошо. И мы это просто копируем. Так, он тут что-то спрашивает. SRC Legal PC. Отдельная страница Legal. Можно дать прямую ссылку на Stripe Dashboard. Некоторые интеграции требуют конкретный URL на страницу. Дополнительный раздел. Расширить terms. Да, конечно, давай вариант А. И отдельный документ. И вот сам документ. Да, 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 он все правильно говорит. Иногда просят именно отдельную ссылку предоставить на вот эти вот политики, чтобы сразу соответствовать всем комплайенсам платежной системы, то вот это можно сделать. На всякий случай сохраним требования Stripe. Двойку сотрем как временный файл, как единицу перезапишем. И на всякий случай скопируем наш документ сюда и надиктуем ему. Перепроверь, действительно ли достаточно этих 3 документов и описания нашего сайта. Пройдем ли мы проверку Stripe. Так, что у нас здесь? Создает SRC, Legal, PCI DSS, NGK. Хорошо. Единственное, я проверю адрес, что он действительно в правильной структуре сохраняет, потому что там написано, да, все нормально.
Единица. Подтвердил. Так, здесь у нас что? Sitemap. URL. Legal. Ага, хорошо. Да. Добавить в sitemap. Важная штука. Готово. Что сделали? Текст коммита. Хорошо. Мне нравится, что он сразу текст коммита предлагает. И, кстати, без лишних вот этих вот энтеров было. Так, а почему sitemap только? Вот чем хорошо, что мы контролируем. Вот этот файл добавить в отслеживание. И тогда у нас тут два файла, да? Созданный файл инструкции и измененный commit and push. Push. И оно должно само пересобраться. А чего я здесь не вижу? Я не вижу... Ну, интересно, вот и проверим, добавлены ли там будут... Я не вижу изменений в индекс HTML, то есть я считаю, что этот документ должен быть добавлен в индекс, но я не вижу, что сейчас добавлен. Обнови memory, обнови memory, но я думаю, это не самое важное, что нужно сделать. А новый документ, проверь, откуда он должен быть доступен и куда нужно прописать изменения, чтобы он был доступен там, где он должен быть доступен. Предложи мне план действий, но максимально коротко. А то ему что 2 строки сгенерировать, что 4 страницы текста ему все равно. Вот, а нам читать или игнорировать. Лучше сразу попросить только о важном сказать и обсудить. Так, что у нас здесь? Отличная идея перепроверить. Давайте пройдем по официальному чек-листу Stripe. Да-да-да, logs of credit cards and accept отсутствуют. Нужно добавить. Один пропущенный элемент, logs of the credit cards. Stripe требует, you can reduce friction of the checkout process by displaying the brand logs of the credit cards that you accept. Важный момент. Ключевое слово can. Это не жесткое требование, это рекомендация. Stripe это предпочитает простое решение. Я не люблю в terms это добавлять, лучше в самом низу те... сейчас мы надиктуем. Дай список всего того, что принимает Stripe и с чем Stripe работает. Вот прямо текстом поищи, найди и дай мне цитаты, ссылки, с чем он работает. То есть цитата, где написано, что Stripe это принимает, и ссылка, откуда ты это взял. Ответь только вот именно это. Я предпочитаю, чтобы это было не где-то спрятано, чтобы это было сразу под кнопкой, там, где оплата, чтобы... это даже и доверие повышает. Ой, как светло. Давайте это закроем. В глаза бьет. Так, план 3 места. Footer. Privacy. Terms. Делать? Да, делай. Делай и... ну да. Я хотел добавить, что еще на главную это надо залить, но я так понимаю, что если футер обновится, то в главную у нас уже тянется футер, где это все будет прописано. Да, хочу изменить. Да, примени.
Так, готово все. Текст коммита. Окей, хорошо. Хороший текст. Смотрим. Да, 3 файла, все их отмечаем. И push commit, push. Пусть оно там заливается. И мы пока что посмотрим на результаты по Stripe. Принимает. Так, источник. Ну, давайте что-нибудь проверим. Bullets. Он нам дал правильную страницу, но описал плохо. Мне не нравится, как он описал, поэтому мы ему поможем. Сохраним всю страницу и попросим, чтобы он дал. Так, мы сохранили все, что Stripe принимает. Мы ему вставляем и надиктовываем. В выведе системы, которые в Соединенных Штатах, Stripe принимает безоговорочно. То есть, если там не написано, что плюс какие-то там дополнительные условия. В выведе прямо списком, без описания, без пояснений. Так, мы заходим в терминал и обновим memory, да, хорошо. И сейчас начинаем готовить уже этого агента к работе, которая предстоит. Stripe предпочитает, чтобы были иконки аккуратненькие рядом с кнопкой оплаты на сайте, чтобы показывать, какие способы оплаты принимаются сервисом. Вот я тебе сейчас в этом сообщении даю перечень того, что Stripe принимает, и предусмотри это как-то в дизайне на главной рядом с кнопкой оплаты, чтобы было понятно, что эти способы оплаты принимаются сайтом. Вот мы вырезаем, вставляем. И сейчас отсюда мы смотрим, что принимает. Ну, в принципе, достаточно, я думаю. Но нет, недостаточно. Я еще хочу вот это видеть здесь. Buy now, pay later. И что тут еще прикольного есть?
И добавь и эти, если они безоговорочные. Вот, это мы уже копируем и вставляем сюда. Как у нас выглядит сейчас главное? Главное, кстати, да, давайте проверим. Ctrl-End, вот у нас PCI Compliance появился. И PCI Compliance есть Home, и есть тот же футер навигации, что мне уже нравится. Отсюда можно сбежать на главную. А здесь Odd Now, я так понимаю, что здесь вот появится какой-то блок дополнительный. Так, это мы уже скопировали, и мы переходим в PageArm, который пыхтит. Я надеюсь, что вот это уже будет финальная штука. Итак, исходя из PDF-файла, там, где есть чек-лист, что должно быть на сайте, если мы это добавим, и это будет на сайте, то мы уже соблюли все требования для использования Stripe или еще что-то нужно. Вернись к тому файлу, который у тебя есть здесь в этом диалоге, правила и чек-лист для сайта от Stripe, и скажи, чего не хватает. Сейчас он долго будет перечислять, что у нас уже хорошо. Буду очень рад, если он скажет, что проверил, все на месте. Так, это он стили меняет. Хорошо. Ну то есть он для каждой платежной системы, для каждой карты создает стили. В индекс прописывает, где они находятся. Готово, что добавлено. UX-виджеты, способы оплаты для кнопки Order Now. Хорошо, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Обновим memory, хорошо. И давайте глянем. Опять лишние поля, но с этим мы уже знаем. Лучше бороться вручную. Так, CSS и главное, обновлены, мы их пушим и смотрим, что будет. Так, есть. The logos of the credit cards you accepted. Чего не хватает? Logos, карты, wallets, решение, добавь логотипы всех прямых. Так, ну, я надеюсь, что сейчас вот мы залили это все. И должна перепройти сборка. Я не знаю, справится ли он сам. Сейчас текстовое описание и прямоугольничек добавлены.
Но Stripe требует от нас размещения официальных логотипов, иконок. А, То есть должны быть официальные логотипы а, использованы. А можешь ли ты их скачать для всех этих систем? Есть ли у тебя такая техническая возможность? Я думаю, это та задача, которую проще сделать вручную. Visa, Images. Так. Может быть, попробуем Visa, Википедия. То есть, какая именно официальная логотипина у них. Вроде бы вот это, да? Ага, то есть это устаревшее лого. И Visa accepted logo from Europe с 21 года. Вот это вот логотип получается с 21 года. Save image as или как? Save image as. Я думаю, да. А, так, куда сохраняем? Наверное, нам надо сохранять в images сюда. И здесь, наверное, создать новую папку. Новая директория. Лого. И вот сюда вот, наверное, все будем. Так. Open in Explorer. Лого. Копировать. Вставить. Enter. И, наверное, мы коротко назовем Visa. А теперь то же самое сделаем для следующего. Что у нас там? MasterCard. MasterCard. Так, здесь нету истории логотипа. Или есть? Есть история логотипа. Ага, то есть самый свежий это этот или какой? Давайте глянем в интернете, что сказано. Images. То есть вот это вот официальный. Ну, хорошо, пусть это будет. Save image, да. MasterCard. Лишнее стираем. И убираем с большой буквы, чтобы было в едином стиле. Что следующее? Amex. Amex.
Так, ищем логотип официальный Amex. По-моему, тут не было никакого ребрендинга. Логотип стабильный. Так, SafeX, S, American Express. Написано 2018 года. Но я надеюсь, что он актуален по сей день. Во всяком случае, мы предприняли ряд мер для проверки этого. Хорошо. Что следующее? Discover. Копируем, вставляем сюда. И вставляем сюда. American Express и MasterCard закрываем. Discover. Вроде бы одно лого. Здесь ряд вариаций лого, но возьмем то, что в Save Image As. Discover. Так, что у нас? GCB. А у нас были, кстати, сами обозначения от самого страйпа. Где тут GCB? А где он увидел GCB? Это вообще Азия и Пацифика. Discover. Dinners. Так. Чтобы скопировать, заходим через разработчика. Копируем. Dinners. Card. Что это? Я не знаю. Dinners. Credit. Card. Интересно, я такого не знал. Давайте попробуем приблизить. Соответствует ли логотип? Да, вроде бы соответствует. То есть это то. Dinners Club International. Save image. Dinners Club. Что еще указано там в Discover? По-моему, у нас уже это есть. Давайте заглянем в PageCharm. Лого American Express, Dinners, Discover, MasterCard, Visa, PNG.
Да, это важные моменты, поэтому хорошо, что перепроверили. GCB — это Азия, Union Pay, Apple Pay, Google Pay. Ну ладно, да, я думаю, есть смысл подобавлять их. Так, да, надо смотреть конкретные варианты того, что именно предоставляет Stripe. А может быть и сохранить все эти логотипы отсюда. Ну, нет, сильно маленькие, наверное, все-таки. Так, эти ACH платеж. Добавь ACH Direct Debit. Так, потом что у нас еще? Мгм. Так, поддерживаемые платежные системы, карточки. Пока пусть сформируют из тех... я загрузил тебе картинки, а, лого, и это кредитные карты, которые принимаются. Сформирую сейчас из них блок, используя именно логотипы. Подумай, как это расположить лучше, чтобы это было гармонично, красивенько. Просто они все разного форм-фактора. Какие-то квадратные, какие-то прямоугольные, какие-то горизонтально вытянутые. Подумай, как это вообще люди обычно а, или роботы, как это обычно располагают, чтобы это было адекватно, красивенько и хорошо. И сделай уже с этим, я буду пока добывать новые логотипы. Пока загрузим его работы, чтобы он уже что-нибудь делал. Хорошо, что мы пока добываем? Это уже все добавлены. Значит, affirm, Ctrl-Shift-C, affirm. Просто так, если на него наводить, он кликается, и мы проваливаемся внутрь. Не получается скопировать его. Похоже. И ссылка. Так, not enough memory to open this page. Это что за сообщение такое? Так, ну, более чем достаточно памяти. Окей, save image as.
Так, это мы обозначим wallets affirm. А потом что у нас идет следующее, просто чтобы сократить скорость подбора этих всех вещей. Afterpay, ClearPay. О, красивенькое лого. Давайте его сохраним. Bullets. И здесь мы добавим Afterpay, ClearPay. Что еще у нас там? Klarna. Так, здесь она какой-то на розовеньком. Значит, наверное, есть смысл взять вот такой вот на розовеньком фоне. Save image. Выделяем. Вставляем. Изменяем заглавную букву на маленькую. Enter. Так, это мы все вставляем. Логотипы. Mess sin interest. Окей. Mess sin interests. Так, давайте приблизим, что оно там, как должно выглядеть. У него тоже, даже у Stripe это без логотипа. Ну, похоже. Название похоже. Кредитная карточка нарисована. Возможно, это что-то оно. Похоже на испанское название какое-то. Если присутствует здесь, то значит это очень крупная и значимая контора. Система кошелек. Так что уважим. Так, zip. Он не поддерживается в США и Канаде, поэтому мы его убираем, где он поддерживается, Латинская Америка. Ну да, поэтому и название такое латинское zip, US only. Окей. Вот это больше всего похоже. Так, что-то нестабильненько. Save image as. Wallets. Zip. Да, тут очень легко ошибиться, поэтому это лучше сделать, наверное, вручную. И из нашего... Так, Python, что он тут в PyCharm говорит? Get pixel dimension and inspect. Да, хочет понять, какие размеры этих лого, которые я загрузил. Мы вот этот удаляем, потому что он в Штатах недоступен. Так. Хочет понять размеры всего, да. Так, zip. Ваучеры. Wallets. То что было, если это wallets? Это buy now, pay later.
Угу. Окей, buy now, pay later, тогда так и переименуем их F2, или где они физически находятся. Buy now, pay later. Это вырезаем, оно нам еще понадобится. Хотя, если мы сейчас будем везде вставлять эти названия, то у нас буфер обмена будет забит именно вот этой информацией. Buy now, pay later. И меняем сейчас название с wallets на buy now, pay later, чтобы визуально тоже понимать, к чему эта система платежная относится. А, кстати, можно два и оставить подчеркивание между названием системы и непосредственно названием. Хорошо, так наглядней видно, отделяется. Так, это служебный файл. Ага, вот они все подтянулись. И теперь что мы добываем? Так, глянем здесь. Стили применим. Пойдем дальше. И теперь мы уже действительно переходим к wallets. Apple Pay. Выглядит как что-то официальное. Wallets, но только без большой буквы. Apple, нижнее подчеркивание, Pay, PNG и Enter. Так, что у нас идет следующее? Google Pay. Так. Ну и какая сейчас у них актуальная картинка? По-моему, здесь были итерации GPay. Ну, хорошо. Так, значит, так. Пусть будет именно так. Save image. Выбрать как wallets. Здесь выбираем только эту часть. Стираем. И формируем Google Pay лого. Скачиваем. Так, теперь переходим к link. Link Pay. Угу. Это самого Stripe, да? Интересно. Хорошо, значит, это официальное лого.
Secure Remote Commerce. Так, ShopPay. Вот это лого мне как-то больше всего нравится. Здесь и лого, и подпись. Нагляднее всего должно быть. Так, сохраняем. И одно из названий там как-то идет с большой буквы. Здесь большую букву стираем в линке. И вроде бы оно единотипно. Так, здесь все применяем yes. И, наверное, мы уже... Я не знаю, что такое Secure Remote Commerce. И здесь нету логотипа. Если у Stripe нету логотипа, то сможем ли мы найти? Возможно, вот это их лого, но непонятно. Боюсь ошибиться, поэтому не буду добавлять. То еще обидятся на меня, что не то добавил. Если у Stripe нету надписи, то и у нас не будет. Так, готово. Структура блок. Надиктуем ему... Так, мы все лого уже загрузили. И теперь мы что делаем? Проанализирую все названия файлов. Названия файлов соответствуют категориям. Я бы хотел, чтобы эти категории, они как-то визуально были там или полосочкой разделены, или еще как-то там. Ну, то есть, чтобы друг от друга чуть-чуть отличались. И ACR, ACH, платеж, чтобы он тоже был учтен на сайте, что его тоже можно делать. И посмотри разрешение всех этих логотипов и подумай, как это правильно все разместить, чтобы было красивенько и единотипно. А вот уже весь перечень всех логотипов, которые должны быть, они там находятся, а ты можешь их использовать. Так, хорошо. То есть он уже придумал какую-то структуру, что-то там сделал, а теперь мы уже... Так, давайте добавим вот эти вот файлы в отслеживание, чтобы они загрузились на сервак, а то они просто не будут добавлены. Они будут в HTML добавлены как ссылка на них, как CSS, которые применяют к ним какие-то стили. Но если самого файла не будет, то не будет ничего отображаться. Поэтому нам было важно их добавить в отслеживание. И сейчас он индекс меняет файл и стили. Он говорит, отлично, теперь вижу всю картину, категория из имен файлов.
Cards, Wallets, BNPL, Buy Pay, Buy Now, Pay Later. Смотрю все новые логотипы. Хорошо. Классно. Ну да, с искусственным интеллектом это, конечно, прелесть разрабатывать. Это просто кто разрабатывал без него, помнит, как это все долго писать самостоятельно. А менять инфраструктуру с какого-то одного фреймворка на второй, это вообще очень сложно. Ну, кропотливая работа, долгая, внимательная. Так, категория из имен файлов. Правильно. Ключевые наблюдения по пропорциям. Ну, он сразу предлагает изменения в стиле. Afterpay и Klarna имеет цветной фон. Молодец, очень хорошо анализирует. Экстремально широкий, 5,7 к 1. Широкие 2,5 к 1. Квадратные или близко. Портретные. В общем, да, надо кучу разных логотипов соединить вместе в одном месте, чтобы оно хоть как-то более-менее аккуратно смотрелось. Да, делай. Ну и если это уже было залито, то... мы не заливали это на гид, поэтому и на серваке посмотреть не можем. Готовая итоговая структура, Capture Payment, единый слот, логотипы, предложить текст коммита, да? Предложить текст коммита, все правильно. Согласен с текстом. Проверим там эти энтеры. Так, что изменено? Выбираем все. 15 файлов, 13 картинок и 2 файла. Commit and push. После того, как он уже коммитит, то тогда обновляем память, чтобы уже быстрее посмотреть, что у нас появилось на серваке. Ну хорошо, я надеюсь, что этого будет достаточно. О, как быстро применилось. Так, отменю нашу. Ага. У нас сайт в белом цвете. А я-то думал, он в темных тонах. Белый цвет, синий, желтый, вроде бы даже нормально выглядит. Но мне нравится... GCB надо попросить, чтобы убрал. И Union Pay, чтобы убрал. Убери, пожалуйста, GCB и Union Pay. Угу.
И надо, чтобы вот это действительно было текстом. Просто текстом, без визуала, который похож на кнопку. Так, хорошо. Смотрим, что у нас тут. Индекс поменялся. Предложить текст коммита. Копируем. Вставляем. Просто уже не убираем это. Вроде бы секунды, но хочется уже зафиналить. Обнови memory, да, commit the lead. Сейчас будем обновлять и смотреть, обновилось ли, если да, то как. Ну, то есть, корректно ли оно по горизонту. Отобразится, да. ACH Direct Debit. Ну да, нормально. Хорошо. И это все здесь. Так, теперь что мы делаем? В самом конце у нас такие раскрывашки были, по-моему, да? Раскроем их все, чтобы Ctrl-P, Save 1. Сохранить. Потом Ctrl-N, переходим Terms and Series, Ctrl-P, Save 2, Ctrl-N, Privacy, Ctrl-P, Save 3, Ctrl-N, PCI, Ctrl-P, Save 4. И веб-сайт, чек-лист, Ctrl-P, Save 5. И сейчас попробуем проверить это все через Sonnet. Ну и через Хайку тоже. Выбираем наши PDF, вставляем в Хайку и пишем, чего на сайте для Stripe не хватает. И мы здесь используем Sonnet, вставляем эти же файлы и копируем. Ну вот хорошо, да, он как раз сокращает нашу память, не помещается у него уже в контекст. Так что я как на интуиции чувствовал, что нужно в новый диалог, и можно с сонетом поработать. А можно еще один открыть. И то же самое загрузить в Opus. Копировать файлы, вставить и нажать Enter. Так, каналов связи, физический адрес. Валюта явно не обозначена как USD, цены показаны просто как Stripe право. Нужно указывать USD. На сайте явно нет сервис. Упомянут лишь в футере мелким шрифтом. Так. Насчет USD, да, давайте сделаем.
Юридические и экспортные ограничения. Чек-лист требует раскрытия любых ограничений, применимых к бизнесу. На сайте явного раздела ограничений нет. А сервис ограничен Юта. Лишь в футере мелким шрифтом. Твои предложения. Дай задание агенту в PayCharm, что было, как исправить. Так, хорошо. Хорошо, да, чтобы в USD было написано. USD, чтобы физически было применено. Да. И дополнительные стили для этого блока, я так понимаю. Так, и он добавил сразу... Ну, почему? Да, действительно, можно сразу залить это как изменение. Changes, 3 файла и коммитим, чтобы уже сразу увидеть это на серваке. Нет смысла собирать сразу несколько изменений. Так, это он текст предлагает, что надо изменить. Current state, service area restriction, Utah state courts and appears only in footer. Disclaimer is small text, no detected visible section. What to fix at a clearly visible service area and restrictions section to the main page, index page, landing page, place before the order form or immediately after the hero section. Окей. Обнови память. Все ли актуально в дизайне проекта? Потому что это то, что при новой сессии он будет считывать. Наш такой лайфхак. Так что устарело. Ну, супер. Да. Это важно. Это важно. Это прям очень важно. Так, я не вижу, куда оно сместилось. Breadcrumbs, окей, да, хорошо, добавляем. Пусть уже в очереди будет.
Ну, я не знаю, зачем именно классы добавлять, но окей, пусть будет. Угу. Хорошо. Так, обновляем проект дизайна, дизайн проекта. И теперь вот это вот... Ну да, почему нет? Давайте закоммитим. И делаем новые изменения. Так, что у нас здесь на самом сайте? Если зайти на домашнюю страницу... А интересно, какая скорость загрузки? Скорость загрузки сайта. От Google. PageSpeed. А, так, лишние вкладки закрываем. Мобильное, компьютер. Достаточно хорошо. Что такое производительность? Largest contents, largest contentful paint. Ну, для сравнения сейчас глянем там Google Fi. Вот их сайт по мобильным устройствам, и сравним, как загружается, допустим, их сайт родной. Проверка не пройдена. Все ниже всех стандартов. Все очень плохо. То есть их собственный сайт не проходит эту проверку. Не может пройти из-за того, что показатели слишком плохие. Так, что у нас здесь? Это мы что? Ограничения и зоны обслуживания. Окей, да. Тридцать пять. Производительность все очень плохо. На компьютере получше, но все равно наш сайт даже быстрее шевелится. Так. Что-то есть еще. Несколько каналов связи требует несколько прямых способов связи. Email, телефон или live chat. Что-то помимо форм. Интересно. Хорошо. Так, это можно закрывать. Переходим сюда. Compacting Conversation в PageArmy у нас происходит.
Что у нас USD? Тут должно быть добавлено Ctrl-Shift-R, чтобы стили переприменились, или еще USD принудительно. All prices in USD. Мгм, хорошо. А тут уже, ну, просто написано доллар. Так, первое заменяем. Yes. И смотрим, что... Так, по USD ок. Глянем, что скажет. Так, я сравнил чек-лист. Несколько валюта. Не указано USD. Цены нет. Несколько каналов связи. Customer Service контакт. Так. Полный физический адрес. Бизнес-адрес. Stripe говорит, if you have a physical address, listing it on your website at credibility. Угу, правовые аспекты ограничения, legal of experts, service area, каких-либо ограничений для пользователя. Все остальное выглядит закрытым. Хорошо. Так, что у нас? PCharm. Footer, disclaimer. То есть создан какой-то дисклеймер. Давайте почитаем, что он тут добавил. Footer. Что обслуживается только Utah. И это добавляется сразу на все страницы. Да, хорошо. Я согласен. Получается, что я сделал? Я уже нажал commit and push, и мое сообщение закоммитилось, и те файлы, они уже закоммитились. И поэтому все ждет только пуша. Сейчас здесь нету такой кнопки push, поэтому мы идем сюда и принудительно нажимаем push. Здесь опечатка, вместо работает, оботает. И, ну, отправляем уже так. Здесь, получается, уже просто стираем, потому что у нас все уже закомичено. Можно было бы там заморочиться и откатить коммит, но я не хочу. Одна буква. Так, да, USD закрыт, order summary, теперь написано all purchases in USD в таблице цен заглавия колонки free USD. Это именно то, что требует Stripe checklist. Из оставшихся пунктов теперь актуально телефон, чат, все еще только email, полный физический адрес, раздел об ограничениях, все еще только в футере. Раздел об ограничениях все еще только в футере.
куда мы добавили ограничения, где они сейчас. Про YouTube. Так, глянем. F5. Restriction and Service Area. Ну, в принципе, может быть, даже и ограничение, что да, что нет, это хорошо. Так, как оно выглядит в мобильной верстке. Я бы, конечно, хотел, чтобы человек сразу имел возможность все загрузить. Но предупредить о всяких условностях. Угу. Я бы сократил басню. Хочу быстрее, чтобы человек имел возможность заказать. Удали. То есть здесь есть у нас ограничения по юрисдикции. И здесь уже сразу возможность заказать. Гарантия возврата. Наверное, сразу под кнопкой. Сразу под кнопку оплаты. Чтобы было гармонично. Потому что здесь еще человек читает. И здесь у нас просто юта. Оставь только штат. Город убери. Ну да. Ну да, теперь предложить текст коммита. Смотрим, что там у нас изменилось. Хедер у нас изменился еще.
Все-таки слишком некрасиво, поэтому удалим commit and push. Ну и смотрим, как оно обновится у нас. Так, это у нас изначально надо удалить. Из начала главный удали. Оставь только под кнопкой. Тут человек смотрит, что официальное название где. В предыдущей версии главной там был хороший файл, хороший визуал. То есть там было предупреждение о том, что работает только в Vue. Но там, где слева такая вот ограничительная палочка была, и текстом написано, что вот ограничение, что все действует только на территории Юты, а в случае, если вы в другой территории, то может это вам не подойти, там обратитесь к адвокату. То есть вот этот блок, он был короткий, там буквально в 4 пункта, в 4 строки, и он был красиво оформлен, лаконично и быстро. Я тебе дал цитату того, что необходимо удалить. Это было связано только с а, галочками зелененькими и красненькими. То есть, что да, что нет. То есть, ты удалил не только то, что я дал в цитате, а еще и то, что самостоятельно решил удалить, то, что я не указывал, как то, что нужно удалить. Верни то, что я не говорил удалять. Да, глаз да глаз за ним, глаз да глаз. Проявляет очень много творчества. Можно зайти, конечно, в GitHub, посмотреть, что тут было, красивенькое такое. Но вроде бы, в общем, мне так все нравится. Так, получается, нам нужно еще какой-то вариант связи. Да, предложить текст коммита. Разрабатывать какой-то онлайн-чат или дать просто телефон.
Так, попробуем глянуть, что там у нас в индексе восстановится. И получается, нужно дать наш телефон для связи и обеспечить работу имейла для подключения Stripe. Значит, работа имейла — это отдельная задача, чтобы мы смогли принимать это все. Это будет отдельное видео. А номер телефона, я думаю, не проблема сейчас ему предоставить. Так, обновим memory. Да. А вот телефон для связи. Если в связи с требованиями а, Stripe необходимо, чтобы люди имели возможность связаться со мной по телефону, то указываю этот телефон. И если он будет на сайте, то указывай, что это телефон, на который невозможно позвонить, но на который можно отправить текстовое сообщение. Так что, пожалуйста, отправьте ваше текстовое сообщение для того, чтобы мы могли прочитать и ответить на ваш вопрос. Так, и сейчас скопируем те выводы насчет нескольких каналов связи и отправляем ему. Так, смотрим, как у нас сейчас выглядит сайт. Восстановился ли тот блок, который... Так, этот пропал, а тот еще почему-то не восстановился. Так, 3 минуты назад вроде бы уже должен был появиться. Он, наверное, не понял, какой пункт нужно восстановить. Да, он его восстановил, но не там, где я хотел. Ты знаешь, мне кажется, что в Соединенных Штатах не употребляется сочетание SMS. То есть, когда я употребляю словосочетание SMS, меня никто не понимает. Чаще всего используется text messages. Давай напишем text messages и в скобках напишем SMS, потому что text messages чаще используется и понятно всем, а SMS может confused people, может ставить в тупик. Так, и надиктуем следующее. Размести этот блок после штата и до блока, где можно заказывать саму услугу в первом экране. Так, мы накидываем задачи, которые хотим, чтобы он сделал. Да, выполнить.
Да, выполнить. Вот это еще, наверное, добавим возможность. Нужно ли нам добавлять возможность WhatsApp? WhatsApp будут использовать международные какие-то люди, а смс-ки могут отправлять только локальные. В принципе, нам подходит, что будут обращаться только внутри штатов, внутри конкретного одного штата. Так, предложить текст коммита. Приближаемся уже к третьему часу. В сумме 4 часа приведения просто сайта в соответствии с а, требованиями платежки. Ну да, это непросто, и мы бежали семимильными шагами. Мы очень быстро это все делали. Так, выбираем файлы, которые заливаем. Да, подтверждаю. У нас много всяких изменений. Так, исходя из того, что мы сделали, добавили, поменялось ли у нас как-то... Да нет, я думаю, в принципе, это были просто текстовые мелкие изменения, что дизайн документа у нас остался прежним. Коммит залетел успешно минуту назад. Еще не собран сервером, я так понимаю. Странно, почему здесь нету поправки, что опубликовано. Окей, переходим на сайт. Здесь этот блок должен пропасть. Здесь должен появиться. Так, как оно на белой верстке выглядит. Вот так вот. Там, где ты разместил вверху, главное, это хорошо, правильно. Там мне, ну, глобально все нравится. Там, где дубль на этой же странице внизу, там дубль удали. Есть небольшие правки по верстке. На главной странице, там, где размещен вот этот вот Jurisdiction Notice, сверху от этого блока есть отступ, а снизу от него этого отступа нету, и из-за этого некрасиво смотрится этот блок. И надо добавить пропорциональный такой же отступ, как сверху от этого блока, такой же отступ надо добавить снизу в вот этом блоке Jurisdiction Notice. Да, я думаю, этого будет достаточно.
Так, вырезаем, вставляем. Такие уже красивости. Ну, в принципе, если человек заходит на главную, зачем должно быть уродливо, если это бросается в глаза, если это буквально второй блок, и в нем уже какая-то визуальная ошибка. Ну, так себе. О, у нас красивенькие здесь уведомления, мне это нравится. Угу. Угу. Хорошо. Так, хорошо, тут что-то заполнили, и здесь мы что-то заполнили, и оно отреагировало. Угу. Ну, в принципе, мне очень нравится. Хорошо, красивенько и классненько. Я думаю, что не всегда есть возможность прикрепить ссылку правильную. Допустим, если человек находится там как-то в приложении или еще что-то там. Но я думаю, может быть, человек справится с этим. Или ввести дополнительное поле. А, у меня нет ссылки нужного формата, я ее предоставлю в описании. Да, я думаю, что-нибудь такое надо добавить, если у человека будет сложность, чтобы он все равно мог заказать услугу, чтобы быть более гибким. Так, хорошо, что у нас здесь? А мы еще это не залили, да. Предложить текст коммита. Так, коммит заливаем. Файлы выбираем. Commit and push. Пушим. Разрешаем ему обновить память. И что мы здесь обсудили? Есть возможная проблема с добавлением URL. Сейчас URL — это вот input, в который необходимо ввести данные, и есть определенная проверка,
Давай заложим такую логику, что если у человека вылазит вот этот вот ошибка, что что-то не соответствует правилам, то должна быть кнопка. У меня особая ситуация, и правила, применимые к URL, к моей ссылке не применимы. А, И если человек просто кликает на эту альтернативную кнопку, то тогда он может вставить абсолютно любой текст. И там может быть ссылка, но единственное, давай ограничим, что этот текст, который человек может вставить в это поле, не может быть больше, чем 500 строк, 500 символов, любых символов. Но при этом в любом случае, если вставляют в это альтернативное поле, то чтобы они не вставили, заказ можно разместить. То есть он тогда уже в любом случае зеленый, если не пустое поле. Если поле пустое, то тогда ошибка, введите что-нибудь в это поле. Так, что у нас на сайте? Появился отступ сверху, снизу. Это хорошо. И есть ли у нас дубляж этой штуки? Нет, только один на всей странице. И здесь его уже нету, дубля. Хорошо. Так, проверяем сайт. Ну, четкая картинка, хорошая. В принципе, я рад, что не сокращали там до 150 или там 300 килобит. Четкость бы явно пала. Text messages, SMS only, no voice calls. Окей, да, звучит адекватно. Так, он еще думает, мы уже посмотрели весь сайт. Что мы... мы функционал дополнительного инпута добавляем. Это хорошо отрабатывает. Переводит нас сразу к инпуту. Красненькое, все классненькое. Ой, как красивенько, прямо вообще молодец. Можно потянуть и посмотреть за уголочек. Какой умничка. Так, что у нас тут? Предлагает... Интересно, сможет ли он сделать именно логику, которую я попросил? Только в случае, если появляется ошибка по первому инпуту, то тогда предлагаем альтернативу. Если все нормально, то проходит по стандартному сценарию.
Не вчитываюсь, просто применяю, буду уже тестировать. Ну, очень надеюсь на то, что... Так, предложить текст коммита, пока будем читать. Пользователь вводит URL на Blur, выводит ошибку. Под подсказками появляется ссылка Special Case, my link doesn't fit standard URL формат. Все классно. Прячется, появляется текст area до 500. Сейчас, ага, хорошо. То есть он услышал, что я попросил логику «если то», и он вроде бы ее даже попробовал реализовать. Мне это нравится, он в плане это описал, клик URL после прячется в free text режиме, пустое поле, ошибка, please enter something, любой не пустой, зеленый, React получается flag, capture free text, true, пропускает URL проверку. Кнопка back возвращает в стандартный режим и срабатывает оба поля. А логика мне нравится. Она соответствует тому, что я хочу. Да, обновить Project Design MD. А что мы там добавляли? Так, 4 файла. Что туда входит? Ага, то есть получается описание, он меняет не саму структуру, а короткое описание, что где содержится. Тоже добавляет просто описание, а не новые документы. Хорошо. Да, новых документов создано не было. Давайте глянем на факт сайта. F5. Special case, my link doesn't fit standard URL. Так, сюда кликнули. Unfocus, unfocus, сюда. Что-то, оно нормально, что-то... Ой. Угу. Супер. Мне очень нравится. Так, переключалка работает. Угу. Мне нравится. Все хорошо. И назад к стандартному URL инпуту. Идеально. Все работает. И это условно переменяется, и это более гибкая система для каких-то особых случаев. Так, финальная проверка. Ctrl-P, Save, 1, Enter. Да, заменить. А потом что у нас еще есть? У нас еще есть Terms, Ctrl-P, сохранить под двоечкой, сохранить. Так, Ctrl-End,
Privacy Policy, Ctrl-P, Save, троечка, заменить, и Ctrl-N, PCI Compliance, Ctrl-P, Save, четверочка. Yes. У нас все обновилось, и сейчас мы попробуем опять проверить соответствие. И сонет загрузим этой задачей, и этой же задачей загрузим опус. Хорошо, вижу обновленную версию, валюта, контакты, юрисдикция, остается открытым физический адрес. Это рекомендация, а не жесткое требование. Новая проблема на скриншоте. Invalid API key provided. Ну да. Покрывает практически. Ну, супер. Закрыто. Все еще остается физический адрес. Баг на странице. Ну, супер. Все. Я надеюсь, мы справились, но проходить именно саму валидацию в Stripe мы будем уже в следующий раз, в следующий день, не сегодня. Ну, или не в этой записи, даже если это будет сегодня.